Всем привет! Вергуны– это самое любимое лакомство из детства. Приезжают бабушки, мы всегда ели только их. Теперь бабушка научила меня готовить такие же вкусные пушистые вергуны. Давайте готовить вместе. Для вергунов нам понадобится кислое молочко. Можно, конечно, взять и сметану, но на кислом молоке будет гораздо вкуснее. Сахар, соль, мука, яйца и пищевая сода. Всегда готовлю это тесто на глаз, но сегодня для вас померяю, и точные пропорции будут в конце видео. Начинаем с кислого молочка. Следом добавляем яйца. Можно использовать куриные. У меня перепелиные. Яйца домашние, свежие. Курочки нам сегодня нанесли. Яиц достаточно. Теперь немножко солим. Буквально треть чайной ложки. Сахара добавляем немного. Тесто не должно быть сладким, потому что вергуны потом сверху можно будет посыпать сахарной пудрой, полить медом или растопленным шоколадом. Соду можно добавлять прямо сюда. Из-за того, что кислое молочко, она вступит в реакцию, и тесто будет пушистым. Тоже примерно треть чайной ложки. Теперь перемешиваем хорошо жидкие ингредиенты. И постепенно вмешиваем муку. Я сегодня с помощником. Тесто стало густым. Меняем венчик на лопатку. Лопатка вмешивается уже плохо. Будем дальше месить руками. Можно месить на столе, можно в миске, как вам удобно. Тесто должно быть мягким и не липнущим к рукам. Если его слишком сильно забить мукой, вергуны получатся не такие пушистые и нежные.
Еще немножко. Все, теперь хорошенько вымешиваем на столе. Чуть-чуть перепыляем мукой. Все, тесто готово. Получилось мягким. К рукам не липнет. Оставляем его отдохнуть минут на 10-15. Прошло 10 минут. Тесто немножко отдохнуло. Сейчас будем его раскатывать и делать вергунчики. В кастрюльку. Какая у вас есть? Сковородка, кастрюлька, сотейник, что угодно. Наливаем растительное масло. У меня самое обычное, без запаха. И разогреваем. Пока будем раскатывать тесто, масло как раз разогреется. Возвращаемся к тесту. Разделяем его на несколько частей, так, чтобы удобно было раскатывать кусочки. Это пока откладываем. Этот кусочек припыляем немножко мукой. Делаем шарик и раскатываем. Толщина пласта должна быть примерно полсантиметра, сантиметр. Потому что вергуны, когда будут жариться, очень хорошо подойдут и будут толстенькие. Раскатываем любой формы. Кусочек делаем, какой получается. Прилип чуть-чуть. Сейчас будем делать вергуны. Разрезаем ножом или скребок для теста, что есть, на полосочки. И на ромбики, да? На ромбики делаем. Теперь делаем внутри каждого ромбика небольшой разрез. И через него проворачиваем один из краешков. И получается у нас классическая форма вергуна. Так поступаем со всеми кусочками. Вообще из этого теста можно сделать любой формы, не обязательно именно вергуны. Можно сделать пончики, просто нарезать маленькими кусочками, посыпать потом сахарком. И получатся прикольные снеки. Но вергуны — это вкус из детства. Так, чтобы проверить, хорошо масло разогрелось или нет, можно отделить один кусочек и кинуть его в кастрюльку. И по нему будет видно,
Пошли пузырьки. Кусочек всплыл и поджаривается. Значит, масло готово. Можно опускать в него вергуны. Немножко обтрушиваем муку лишнюю и кладем. Много сразу за раз не складывайте. Они очень хорошо увеличатся в размерах. Им надо будет место, чтобы обжариться. Какие красавцы! Жарить их надо на достаточно сильном огне, тесто тонкое, проготавливается быстро. И чтобы сильно не набрали вергуны масла, жарить их надо быстро, поэтому ставим огонь почти на максимум. Посмотрим, как они с другой стороны выглядят. Еще светленькие, еще пусть прожаривается. Переворачивались сами назад. Не жарится. Получается красивые, золотистые. Если любите чуть сильнее зажарить, тоже будут вкусные. Подержите их в масле немножко дольше. Все, готовы. Складываем на тарелочку. Предварительно я положила бумажное полотенце, чтобы лишнее масло стекло в полотенечко впиталось. И наш тестовый кусочек. Все, дальше жарим все вергуны. А сейчас поэкспериментируем с формой. Хочу сделать несколько пончиков. Сразу все тесто использовать совершенно не обязательно. Можно замесить большое количество и положить его в морозилку. Потом достаете, размораживаете, и оно прекрасно потом обжаривается и тоже подходит, как только свежесделанное. Я буду использовать стакан. Вырубки специальной у меня нет, поэтому пользуемся подручными средствами. Обмакнем в муку краешки. А внутри сделаем рюмочкой. Все, отправляем в масло. Еще один.
уже остыли. Будем перекладывать их на чистую тарелочку и посыпать сахарной пудрой. Пока горячее посыпать не рекомендую, потому что пудра поплавится и будет ее не видно. Складываем слоями, чтобы пересыпались все. Какие красавцы получились. Пушистые, мягкие. Шарики наши. Мягенькие, пушистые. Класс. Еще раз пудрой. И все. Приятного аппетита!